Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон говорит ему, что Дилан сообщил о нем, он очень злится, и после того, как господин Кудрет говорит, что это не то, что вы сделали, Бэрон берет его за руку и ведет внутрь. Харон снова приходит к Цеврии на ужин. Ясмин и Харон вместе идут на кухню готовить салат. Бэрон пытается контролировать свой гнев после того, как отвел Дилана в свой кабинет. Но он не может больше терпеть и начинает кричать на Дилана, говоря: «Я целый месяц планировал, как оказать давление на этого человека, и не смог научить тебя, что мне не следует поступать по правилам. Ваше пожелание. Дилан выходит из комнаты, говоря, что он очень напуган и что он не может подвергать Бэрона такому риску, возможно, будет кровопролитие, я поступил правильно. Бэрон в гневе бросает вещи на стол. В то время как Джавахир вместе с Фератом и Хасаном радуются, потому что поставка уже очень близка, Ферат говорит, что больше не может ждать. Джавахир говорит: «Неужели мы стали такими сильными?» Баран не должен возражать. Когда они собирались выйти из комнаты, чтобы вернуться к работе, Ферат получает известие о том, что об отправке сообщили. Джавахир и Хасан очень злятся и говорят, что легко заставить пожалеть об этом того, кто мешает нашей работе. Когда Баран рассказывает Сабихе о том, что произошло, Сабиха говорит, что все было очень плохо, Дилан в опасности, Джавахир никогда не должен узнать, о чем он сообщил. Затем Бэрон говорит, что нам следует спланировать новую поставку. Госпожа Сабиха также пытается объяснить Дилану, что Баран прав и что он должен ей доверять. Он говорит Дилану, что Джавахир очень опасен, и просит его снова держаться от него подальше. Дилан чувствует себя очень плохо и выходит из комнаты Сабихи, желая ей спокойной ночи. Готовя салат, Харон и Ясмин стараются добавить что-нибудь, что нравится друг другу. Звонит телефон Харуна, это Сельма, и когда Харун выходит из кухни, чтобы поговорить, Ясмин спрашивает, что она звонит в такой час. Баран Джихан помнит, что произошло, когда его похитили. Затем он говорит себе: «Джавахир, ты так сильно обидел моих близких, ты заплатишь за это, чего бы это ни стоило». Тем временем Дилан приходит к нему и говорит: «Баран, ты осознаешь, что ты сделал. Теперь ты цель Джавахира, и это хорошо для тебя». Когда он злится, Дилан говорит, что мы уже были его целью. Они снова разговаривают и спорят по тем же причинам. Баран предупреждает вас, что впредь вы не будете действовать без моего ведома. Когда Дилан Бэрон уходит, он всегда бормочет про себя: «Ты прав, не так ли?» Когда Цеврия хвалит салат и говорит: «Вы действительно в этом мастер», они оба одновременно говорят: «Приятного аппетита». На телефон Харуна приходит сообщение, и Ясмин спрашивает, кто прислал это видео с котом. Когда Харун говорит, что отправляет это другу: «Я могу отправить это и тебе, если хочешь», Ясмин говорит: «Отправь это, и, возможно, я тоже немного посмеюсь». Бэрон приносит Дилану молоко, но когда Дилан не хочет его пить, он пьет его, думая, что, может быть, ребенок этого хочет. Дилан находит что-то в каждом слове Барана, и они ссорятся, затем Дилан желает спокойной ночи, разворачивается и ложится спать. Хотя Баран не выдерживает этого и прикрывается, он и Дилан одновременно держат покрывало и смотрят друг на друга. Утром они просыпаются лицом к лицу и уходят, как только осознают это. Ясмин расстраивается из-за того, с кем разговаривал Харун, и злится на себя за то, что не может заснуть. Харун приходит и уходит, не в силах понять бред Ясамин. Когда Бэрон и Дилан подходят к столу для завтрака, госпожа Азади спрашивает о самочувствии Дилана и говорит, что у него нет аппетита. Баран говорит: «Не волнуйся, бабушка, я присмотрю за тобой». Ферат и Гуль последними приходят к столу для завтрака, и когда Ферат спрашивает, почему у всех такие низкие лица, Баран пристально смотрит на них. После того, как Ферат садится, Баран встает и уходит, а Дилан и Гуль смотрят друг на друга.
Когда госпожа Азади говорит, что не осталось ни мира, ни благополучия, клянусь, нас не коснулся с глаз, Хасан отвечает: «Да, мама». Его отец звонит Джавахиру и ругает его за то, что он не может выполнить эту работу. Его отец говорит, что если на этот раз ты потерпишь неудачу, я сожгу тебя, а не руку, и повесит трубку. Хасан чрезвычайно рад, что Ферат начинает творить зло. Пока господин Кудрет и Баран разговаривают у двери и говорят, что нам нужно найти крота между нами и что я поставил людей за Джавахиром, Хасан с одной стороны и Ферат с другой стороны пытаются слушать. После того, как Баран входит, господин Кудрет смотрит Хасану в глаза и говорит себе: «Я знаю, что ты выберешься из этого». Пока Дилан и Гуль обсуждают, стоит ли им пойти поужинать, чтобы наладить отношения между Фератом и Бараном, госпожа Азади их слышит, и ей это очень нравится. Пока Дилан уходит из кухни, чтобы позаботиться о моей матери, на кухню входит госпожа Азади, чтобы женщинам было легче прийти. Когда Дилан приходит в кабинет Барана, она слышит, как он разговаривает с Сабихой Ханем, прежде чем войти. Пока они говорят о том, что и как будет делать Джавахир, они говорят, что Дилан совершил большую ошибку, и Дилан злится на себя, говоря: «Мне кажется, я все испортил, боже мой, что я сделал». Когда Бэрон разговаривает с комиссаром и говорит, что хочет, чтобы то, что сообщил Дилан, осталось в секрете, Дилан говорит: «Я все испортил, но он все еще думает обо мне». Госпожа Баран и Сабиха хотят быть очень осторожными и закончить эту работу. В тот момент, когда Джавахир встречает Сабиху Ханем, гость ждет, и Кудрет Бей тайно следует за ними вместе с поэтом. «Давай посмотрим, кто эти шакалы, которых ты нанимаешь, Хасан, когда ты предстанешь передо мной, позволь мне увидеть тебя, тогда кто отнимет тебя у меня?» Он видит Ферата и недоумевает, как это может произойти, Ферат. Когда Джавахир сообщает Ферату, что он опаздывает, Ферат говорит, что ему нужно убедиться, что за мной не следят. Когда Джавахир говорит, что он организовал новую поставку, но время не определено, господин Кудрет говорит себе, Ферат очень расстраивается, и его глаза наполняются слезами, говоря: «В торговле нет ничего определенного, но если вы не доверяете это другое». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.